Здравствуйте! Сегодня мы начинаем серию уроков, посвященную обучению разработке мобильных приложений с библиотекой FGX Native на языке Delphi для платформ Android и iOS. Этот урок предназначен для разработчиков, делающих первые шаги в мире мобильной разработки. В рамках урока мы подготовим рабочее окружение для Android-разработки, рассмотрим, как происходит установка и обновление FGX Native, настроим профиль Android-разработки в среде Delphi, создадим первое простое мобильное приложение, а также рассмотрим, как осуществляется запись и чтение системных логов в библиотеке FGX Native. Теперь давайте произведем установку библиотеки. Запускаем инсталлятор, соглашаемся с лицензионным соглашением, выбираем место установки файлов библиотеки, выбираем, какие файлы нам необходимы для работы, выполняем установку. Теперь запустим Delphi с нашей библиотекой. Для мобильной разработки под платформу Android или iOS необходимо настроить профиль SDK в RedStudio. Для того, чтобы это сделать, необходимо перейти в Tools, Options, открыть настройки среды, перейти в раздел Deployment и выбрать подраздел SDK Manager. Автоматически среда уже настраивает два профиля Android SDK при установке, прописывая все необходимые пути к SDK и NDK. Вы можете использовать установленные по умолчанию эти два профиля для Android разработки в FGX Native. Однако я бы рекомендовал установить и скачать с официального сайта Android свежую версию Android SDK и NDK. Давайте рассмотрим этот вариант. Для этого перейдем на официальные сайты Android. Скачаем NDK последней версии. В данном случае будем использовать NDK версии 21B. NDK — это Native Development Kit. Это специальный набор файлов и инструментов для нативной именно разработки, без использования языка Java. В него входят специальные инструменты для линковки, а также статические версии библиотек, используемые в Android. Теперь перейдем к скачиванию Android SDK. SDK — это Software Development Kit. Это набор Java классов, собранных специальных инструментов для упаковки и сборки Android пакетов. Также специальные инструменты для логирования, отладки и многое-многое другое. Я рекомендую вам скачивать не просто Android SDK, а скачивать его вместе с Android Studio, что, собственно говоря, нам и предлагает сделать Google. После того, как мы скачали Android NDK и Android Studio, выполним установку Android Studio. Запустим автоматически Android Studio для настройки SDK. Сейчас нам Android Studio предложит выполнить первоначальную настройку. Теперь Android Studio выполнит скачивание необходимых файлов для мобильной разработки с использованием Android Studio. Android Studio установлено, и теперь мы можем настроить, какие версии Android нас интересуют. Для этого переходим в раздел конфигурации и открываем раздел настроек SDK Manager. По умолчанию Android Studio размещает все SDK файлы по данному пути. И вы можете его оставить как есть, либо его указать свое месторасположение для этих файлов. В данном случае у нас скачана 29-я версия уже. Отсюда также преимущественно легко добавлять новые версии Android. Для этого достаточно просто поставить галку напротив интересующейся версии Android.
Также здесь можно скачивать дополнительные драйвера для ваших Android-устройств и многое-многое другое. Давайте скопируем этот путь. И перейдем теперь к настройке профиля в нашей Delphi. И редактируем наши SDK профили. Удалим 32-битный профиль и 64-битный. И создадим их заново. Указываем путь, где располагается Android SDK. Мы его взяли из Android Studio. NDK, который мы скачали отдельно, я вот уже распаковал и сложил в папочку на диске C Development. Указываем этот путь в данном поле. Жмем Next и ждем, пока среда автоматически найдет необходимые командные утилиты. К сожалению, среда автоматически не может определить папку, где находится SDK, поэтому на это не обращаем пока внимания и заканчиваем добавление профиля SDK. После этого мы видим, что не указан путь, где находится jar файл самого Android. Для этого отредактируем его. Здесь все довольно банально просто. И выбираем одну из версий. В данном случае выберем последнюю. Профиль 32-битный добавлен. Аналогично делаем для 64-битного. Все. Теперь профили у нас установлены, созданы. И теперь мы можем централизованно, в случае чего, их обновлять прямо через Android Studio. После того, как мы поставили библиотеку Android Studio и настроили профили разработки, необходимые для того, чтобы выполнять разработку мобильных приложений, перейдем к созданию простого первого кроссплатформенного мобильного приложения. Для этого открываем файл New, Other, и в подразделе FGX Native Delphi находятся все типы проектов, связанные с FGX Native. В данном случае выбираем FGX Mobile Application. Это создаст новый проект типа FGX Native для разработки мобильных приложений. Выберем один из доступных шаблонов для разработки. Выберем самый обычный базовый проект, который состоит из одной пустой формы. Для Android разработки необходимо заполнить следующие поля. По умолчанию они уже заполнены, и мы можем пропустить этот шаг. Однако нам нужно понимать, зачем эти поля нужны. Название приложения – это название, тот текст, который будет отображаться на вашем устройстве под иконкой приложения. Давайте напишем так. Hello World. Имя проекта – это название вашего проекта в Delphi, соответственно, которое стандартизировано, нормализовано, не может содержать пробелы и которое может содержать только латинские буквы. Идентификатор организации служит и является названием пакета с точки зрения языка Java, который будет содержать все ваше приложение. Все Android-приложения формируются в виде пакета, который состоит из идентификатора организации обычно и названия проекта. Вот здесь вот мы видим название нашего будущего пакета. Его в дальнейшем можно будет изменить в настройках проекта. Также выберем место сохранения нашего проекта. По умолчанию будет размещено в папке стандартных проектов временных в RedStudio. Здесь можно указать, чтобы автоматически проинициализировался репозиторий git, который может использоваться по умолчанию. Перейдем дальше. Здесь можно указать, начиная с какой версии Android минимально ваше приложение должно запускаться. Я напомню, что FGX Native поддерживает все Android-версии, начиная с версии 5.0. Также можно указать конечную целевую версию Android, на которую рассчитано ваше приложение. Это не значит, что приложение не будет запускаться на версиях Android выше, но это значит, что оно может использовать все возможности, доступные до данной версии включительно. Все новые возможности. Не будем ничего здесь менять. Создаем проект.
По умолчанию открылся проектный файл, в котором вы можете видеть инициализацию приложения в GX Native и создание формы, также запуск этого приложения. Ничего нового здесь для опытного Delphi разработчика нету, поэтому перейдем к структуре вашего проекта. Проект состоит из одной формы. Откроем ее. Перед вами дизайнер формы в GX Native, при помощи которого вы будете разрабатывать мобильное приложение. На экране схематически обозначен экран формы. Здесь есть доступный набор инструментов для того, чтобы выполнять работу с данным дизайнером. Здесь можно повернуть разметку формы для того, чтобы посмотреть, как ваша разметка адаптируется под вертикальную и горизонтальные ориентации вашего устройства. Можно отключить сетку. Также можно показать и скрыть границы компонентов. Об этом чуть попозже. Также можно посмотреть, как будет выглядеть разметка вашего приложения для разных форм-факторов устройств. Например, на маленьком Android устройстве, на среднем размере телефона и на большом. Также при выборе готового размера устройства, класса устройств, вам появляются доступные. Здесь можно отобразить или скрыть рамку устройства, а также можно отобразить модульную сетку. Модульная сетка пришла к нам из мира дизайнеров и предназначена для того, чтобы размещать ваши компоненты, ориентируясь на эту сетку. Когда вы будете их размещать строго в определенных полосах и используя модульную технологию, ваше приложение будет визуально выглядеть лучше. В данном случае разметка зависит, модульная сетка сделана строго по стандартам Android и по тем гайдлайнам, которые они предлагаются, с определенными отступами. Это является опциональным элементом и только поможет лишь вам сделать наглядно ваше приложение более скомпонованным и приятным для восприятия. Перейдем к обычному универсальному режиму, где вы можете менять размер формы. Здесь доступны настройки данного экрана. Сюда входят разные настройки, о которых мы поговорим позже. Из базовых настроек здесь можно поменять отображение системного статус-бара, либо подкрасить его. Допустим, можно поменять цвет заднего фона статус-бара. Можно сделать его прозрачным. В свойстве Visibility можно выбрать режим, как он будет отображаться. Будет ли он накладываться на содержимое экрана, будет ли он вообще просто скрыт, либо будет ли он сдвигать все содержимое экрана вниз. Обычно этот режим с Visible and Push используется крайне редко, и он больше свойственен для старых версий Android, поэтому преимущественно мы будем использовать Visible and Overlap. В этом случае системный статус-бар накладывается на форму, либо Invisible для создания и акцентирования внимания на определенных каких-то экранов. Теперь давайте добавим первый наш компонент и выведем сообщение. Первым компонентом у нас будет кнопка. Кнопка добавлена. Давайте поменяем ей надпись через свойство текста Hello World. Увеличим ее размер. Для того, чтобы показать сообщение Hello World, сделаем двойной клик на нее и в обработчике нажатия OnTap сделаем вывод. Для вывода сообщения используется класс Dialogs. И у него есть классовый метод showMessage. Напишем «Привет, мир» from FGX Native. Это один из нескольких способов, как можно вывести сообщение на экран. В данном случае вывод сообщения выполняется при помощи блокирующего диалогового окна. Давайте запустим приложение на устройстве. Пока происходит финальный запуск устройства, откроем специальную утилиту для просмотра изображения с экрана нашего устройства. Мы видим, как наше приложение запустилось.
И мы видим нашу форму с единственной кнопкой. Нажимаем на нее. Это приводит к появлению диалогового окна с нашим сообщением. Первое Hello World приложение мы с вами разработали, с чем я вас и поздравляю. Теперь давайте рассмотрим о средствах разработки и отладки, которые существуют в библиотеке FGX Native. А именно, речь пойдет о логировании сообщений и чтении логов с вашего устройства. Каждое мобильное устройство внутри себя имеет системный лог. Для того, чтобы записать сообщение в лог, используется специальный в FGX Native модуль FGX Log. В нем доступен класс tFGXLog и набор определенных классовых методов для того, чтобы выводить, печатать эти сообщения в лог. У каждого сообщения в логе, системном логе, есть свой уровень логирования. Всего поддерживается 5 уровней в FGX Native. Debug — это отладочные сообщения, которые необходимы только на этапе разработки вашего приложения. Информационные — это инфо уровни. Это сообщения, которые рассказывают о протекающих процессах в вашем приложении. Warning — предупреждение. Этот уровень сообщений предназначен для информирования разработчика о незапланированных протекающих процессах. Error — этот уровень сообщений предназначен для отображения ошибок, которые возникают в вашем приложении именно в системном логе и которые могут стать потенциально источником закрытия вашего приложения, например, краш приложения. И фатально — это последний уровень. В этом случае происходит полностью закрытие вашего приложения, так как данная ошибка является уже конечной, и после нее приложение не может нормально функционировать. Соответственно, каждому уровню сообщения есть соответствующий одноименный метод. Давайте выведем такое же сообщение в лог. Поскольку это отладочное сообщение, выбираем Debug. Таким образом происходит вывод нашего сообщения в лог. Давайте добавим еще к нему текущее время. Для этого будем использовать расширенную версию логирования datetime_to_str и выведем еще текущее время. Теперь необходимо понять, как его посмотреть. Для этого перейдем к Android Studio, поскольку Android Studio имеет удобный инструмент для просмотров системных логов устройства. Перед тем, как мы сможем это сделать, Android Studio так сделано, что необходимо создать обычный любой Android Studio проект. Давайте для этого сделаем пустой проект. Нас ничего не интересует в нем, просто создаем. Ждем, пока Android Studio загрузит этот проект. Это необходимо для того, чтобы она смогла в дальнейшем нам показать все необходимые панели, поскольку, к сожалению, в Android Studio просмотр логов и профилирование и прочие полезные инструменты доступны только для проекта, загруженного в Android Studio. Ну что ж, мы открыли. Теперь дождемся, пока произойдет индексация этого проекта. Это необходимая, неизбежная стадия. Она выполняется один раз только при создании нового проекта. И после нее внизу появятся дополнительные окна для просмотров логов. Итак, Android Studio проиндексировала и собрала наш проект, и в результате чего внизу на вкладке, внизу на панели появилась панель для просмотров логов. Давайте ее откроем. Итак, здесь мы можем видеть системный лог с устройства, поступающий сюда в реальном времени. Давайте запустим наше приложение. Давайте очистим системный лог. Как вы видите, сюда попадают и системные сообщения из других приложений моего устройства. Вот здесь мы видим, что началась установка нашего Hello World пакетов с файлами нашего приложения.
Теперь я вижу, что оно запустилось, и мы его можем выбрать здесь, для того, чтобы отфильтровать все сообщения по только данному приложению. Вот мы видим RuFGX Hello World. В данном комбо-боксе в выпадающем списке можно выбрать, стоит ли отображать сообщения только от данного приложения, либо все. Ну, в данном случае уже стоит выбор, чтобы показывать сообщения только от данного приложения. И видим дальше. Приложение запустилось. Теперь нажмем на нашу кнопку. Я нажимаю. И мы видим, что в системном логе появилось наше сообщение Hello World from FGX Native. При повторном нажатии, соответственно, оно опять выводится. Это один из инструментов, который вы можете использовать для логирования системной информации о протекающих процессах в вашем мобильном приложении. На этом урок наш закончен. И в этом уроке мы познакомились с том, как создать первое мобильное приложение, посмотрели, как настроить окружение для мобильной разработки под платформу Android, изучили, как логировать и выводить системный лог сообщения, а также как их читать, посмотрели, как можно ограничивать и фильтровать логируемые сообщения в релизной версии приложения и в отладочной. А в следующем уроке мы уже посмотрим, как работает система выравнивания Flex, используемая в FGX Native. Всем спасибо за внимание.